Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. В Одноклассниках и ВКонтактах есть мои вязальные группы. И смотрим такую вот красоту. Сегодня у нас разбор узора, очень необычного и очень красивого. Открою вам секрет, что вязание всего лишь раппорт узора один рядочек. Один рядочек мы вяжем, получаем вот такую неземную красоту. Казалось бы, веерочки это мы умеем, а что за капельки между ними? Предлагаю посмотреть. Прям это очень интересный узор, необычный и симпатичный. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Замкнули в кольцо. Такое вот у нас начало узора симпатичное. 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Всего 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 3 столбика. Таким узором мы часто с вами начинаем вязать шаль. А сейчас у нас будет узор, основа вернее, основа для симпатичного узора. Вот. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И в центр нашего веера вяжем опять же 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 3 столбика. Вот такое нехитрое начало. Нам нужно связать несколько таких веерочков. 1, 2, 3, 4. Провязали вот такую ленточку симпатичную. 1, 2, 3, 4, 5, 6 получилось, даже и 7, да? Наших красивых веерочков. И теперь смотрите, прям очень интересное продолжение. Сейчас я... 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И за первый столбик, вот за этот столбик, вяжем 1 столбик и 2. 1, 2, 3 воздушные петли подъема и еще 3 столбика. То есть в самом начале и в самом конце у нас будет вот такая вот красивая схема вязания, что у нас будет веерочек в начале и в конце. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. За ближайшее воздушное колечко, воздушные арочки, столбик без накида. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь мы будем вязать веерок. Ну, немножечко такой поскромнее. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика. 1, 2. И повтор. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накидов, арочку. 1, 2, 3, 4, 5. У нас здесь идет веерок. То есть чередуем 2 воздушные петли. 1, 2. Вот. Чередуем веерочек и вот такой вот узор. Воздушные петли, столбик без накида. Еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваем в последний столбик, который вот у нас тут сбоку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И в колечко, которое у нас первоначальное было. 1, 2, 3. То есть в самом начале, в самом конце мы вот этот такой веерочек будем вязать. Такой симпатичный. Разворачиваем вязание в обратную сторону. С соединительными столбиками переходим в центр. Провязываем опять веерочек. 1, 2, 3.
делаем повтор. 3 столбика, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И еще 1, 2, 3. Теперь начнется самое интересное. Вот. 2 воздушные петли подъема. И теперь начинается самое интересное. Накид делаем. И вот за воздушную арочку мы набираем петли. Вот таким образом. Набрали, вытянули. Набрали, вытянули. Это у нас 1, 2, 3. А нужно 8. 4, 5, 6, 7. Не так сложно, как кажется. 8. 8. Протянутые петли все провязываем вместе. 1, 2, 3, 4. Вот такая получилась красивая капелька. За арочку столбик без накида. За соседнюю арочку. 1, 2, 3, 4. И наш веерок провязываем такой базовый. Мы его не меняем. У нас остается основным узором 2 воздушные петли и еще раз 2 столбика с одним накидом. Делаем повтор нашей капельки. 2 воздушные петельки, накид. И за арочку набираем 1, 2, вытягиваем, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули, провязали все петли вместе и еще разочек первую и последнюю. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. У нас получилась такая симпатичная капелька. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. И еще разочек повторим нашу красоту. Вот такие капельки получаются. Да, только с одной стороны. Со второй мы не вяжем. 2 воздушные, накид и провязываем. Вытянули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем 2 петельки в конце, 4, 1, 2, 3 воздушные петельки, за соседнюю арочку столбик без накида, 1, 2, 3, 4 и заканчиваем вязание нашим веерочком. Вот такая красота у нас получилась. Теперь мы делаем повтор. И теперь и дальше, и все время. 2 воздушные петельки. И смотрите, вот с этой стороны арочка у нас свободная. Мы на ней провязываем узор. Делаем накид и набираем петли. 1. Все точно так же. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. Все набранные петли провязываем. В конце провязываем 2 оставшиеся. Делаем 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И в центр нашей капельки еще один столбик. Вот так у нас должно получиться. Мудрено, да? 1, 2, 3, 4, 5. В первом случае 4, потом 5. И довязываем наш
красивый веерок. Сочетание простого веера и интересного узорчика. Интересное сочетание. Вот. И вяжем опять то же самое. 2 воздушные петли, накид, за арочку вытянули петли, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. В капельку нашу столбик без накида. 2, 3, 4, 5. Веерок. И мы получаем с вами вот такой замечательный узор. На обратной стороне мы вяжем абсолютно то же самое, потому что, смотрите, у нас всегда остается одна арочка не провязанная. И поэтому узор повторяется из ряда в ряд. Мы довязываем этот ряд, разворачиваем в обратную сторону, и у нас, смотрите, у нас опять получится свободная арочка для узора с одной стороны, с другой стороны. И сам узор получается достаточно интересным и эффектным. Провязали нашу капельку, 4 воздушные петли, так же как у нас и было, за арочку столбик без накида, и в центр капельки тоже столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Веерок наш вяжем без изменений. Именно сочетание, казалось бы, простого узора и вот такого интересного, 2 воздушные дает такой накид, такой дает интересный узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вместе провязали. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. В центр капельки столбик без накида. Один, два, три, 4. И вот такой узор. Вяжется прям просто, прям интересно. И он повторяется. То есть здесь мы все время провязываем капельку только с одной стороны. Раз. И это тоже интересно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2. Раз, 2, 3, 4. То есть вот свободные 4 воздушные петли — это у нас основа для следующей капельки. С одной стороны мы вяжем капельку, с другой 4 воздушные петельки. Вот. Очень интересно может получиться хоть кофточка, хоть жилет, хоть кардиган. Тут вот прям можно разгуляться в фантазии своей. Схемы узора нет. Когда схема есть, я всегда выкладываю, но здесь видео я вязала по движениям рук с иностранного видео. Уж очень мне понравился узор.
И хотелось оставить его в своем избранном, в своих копилочках, потому что этот узор на самом деле прям заслуживает внимания. Смотрите, как симпатично получается. Вроде как на разных уровнях капельки. И непонятно, как это вяжется, если не знать. А если знать, 2 воздушные петельки. Вот, накид. А если знать, как мы знаем с вами, то очень просто. Просто-напросто, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один ряд узора. 1, 2, 3, 4. Один ряд узора, который постоянно повторяется. И получается вот такая красота. Вот видите? С каждым рядом получается все симпатичнее и симпатичнее. Мне кажется, прям этот узор заслуживает нашего внимания. Как вы считаете? Мне кажется, он прям очень интересный. Повяжем немножко, да? Ну, в принципе, идея узора такова. Один ряд, который повторяется. И вот такие капельки с двух сторон, но не в одном рядочке, а вот именно такое интересное расположение. Мне кажется, красиво смотрится. Вот такая красота получается. И всего лишь один ряд повтора. А когда смотришь, думаешь, ну это как-то сложно. Пишите комментарии, понравился вам узорчик или нет. Куда можно применить, мне кажется, вот как мне кажется, жилетик будет симпатичный, достаточно необычный, да? Пряжа занимает совсем немного, но вот эти капельки, они привносят какую-то изюминку в работу. Они еще на таком расстоянии интересно расположены. И все время думаешь, а как это вяжется? Вот сегодня предлагаю посмотреть, попробовать, потому что очень интересно, занести себе в избранное и подумать, куда можно применить такую красоту. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и смотрим и вяжем вместе со мной. До новых встреч!